Туалеты. Девочки и мальчики, всем привет! Меня зовут Лена Григор, и вы на моем канале о жизни. Сегодня у меня очередной забег на 10 километров. И вот сейчас мажу лицо кремом от загара плюс 30. Вот, чтобы не обгореть, потому как у нас начинается весна в Австралии, и у нас становится очень жарко, солнце палящее. Но я еще кепочку одену. Вот. Ну что вам хочу сегодня рассказать, еще показать, перед тем, как убегу. Туалеты. Вот посмотрите, как у нас устроены туалеты. В этом доме 2 туалета. Во многих домах в Австралии в туалетах есть окна. Вот такой у нас естественный освежитель. Окно непрозрачное, не видно. Но если там уж приспичило, то вот здесь вот штучка, это все поднимается. Вот. И вот, значит, туда у нас естественный, так сказать, выход неприятных запахов. Ну, туалет как туалет, унитаз обычный, душевая кабина. Вот делают вот одновременно, чтобы и душ можно было принять, и ванну. Но мне вообще это неудобно, потому что вот отсюда, когда у вас мокрые ноги, вы перешагиваете сюда, то вот эта ширина очень легко подскользнуться и, в общем-то, себе хороший синяк получить, что у меня однажды и случилось. Вот. Ну, перегородочка вот такая стеклянная, что, в общем-то, замечательно. Вот не люблю я вот эти вот шторки, которые постоянно прилипают к телу, когда вы принимаете душ. А вот этот душ, кстати, мне очень не нравится, потому что со временем, вот посмотрите, не все они работают, и вот нельзя эту функцию как-то взять, отключить, и чтобы была одна струя. Можно только вот с помощью вот этого переходника перекрутить, и тогда вода пойдет низом в ванну. Ну, вот такая тут система. Вот, в доме есть еще один туалет, я сейчас вам его покажу. Да, ну полочки, как обычно в каждой квартире. Да, и вот под раковиной тоже очень удобно всякие штучки здесь положить. А еще, кстати, хочу вам рассказать про вот эту вот лампу. В ней есть несколько функций, когда вы можете не только включить свет, но и дополнительный, понятно, свет. Включить также, вот слышите, да, это, естественно, вентилятор. И вот это очень хорошая штука, обогреватель этой комнаты и свет, которым мы пользуемся в основном зимой. Потому что зимой в штате Квинсленд дома в основном не отапливаются и очень холодно. И это очень хорошо все помогает. Ну, перейдем в следующий туалет. Я вам покажу, что там. Вот посмотрите, это следующий туалет, и здесь свет не включен. Но здесь светло из-за того, что вот сделано такое световое окно. Оно выходит на крыши, и естественный свет днем освещает эту ванную комнату, что очень удобно. Здесь только душевая, вот душевая, и, соответственно, сам унитаз. Говорят, вот, что в Австралии вода смывается в какую-то другую сторону. Я не очень хорошо понимаю, в какую должно, вправо-влево, но вот вам сейчас продемонстрирую, смотрите. Я вот, можно сказать, что против, да, я могу сказать, что против часовой стрелки. А как в России, интересно? Вышла на свою прогулку
которую я стараюсь делать регулярно, несколько раз в неделю. Я стараюсь достичь результата 10 километров пройти. Вот сейчас 11 утра, и я сделала скриншот, пока я прошла почти 5 километров. Я вам потом покажу здесь. Зачем я это делаю? Это прекрасная кардионагрузка, особенно когда вы занимаетесь такими видами спорта, как пилон. Также, когда вы в таком прекрасном, замечательном возрасте, мне 53, первый раз я залезла на пилон, когда мне было 45 лет. Это было 8 лет назад. И на тот момент я помню, что благодаря отличному тренеру я достигла очень хороших результатов физических где-то через полгода. Но потом, из-за того, что постоянно переезжаешь с места на место и даже из страны в страну, то нету времени заниматься регулярно, и возможности такой тоже нету. Потому как без тренера очень тяжело самой давать себе задачи и как-то крутиться. Я восхищаюсь этими девушками, которые могут это делать. Я уверена, что когда они начинали, скорее всего, был тренер. Что еще хочу сказать? Вот такие прогулки, они держат в тонусе все тело, и, в общем-то, настроение остается на весь день. К тому же я предпочитаю гулять или бежать по такой прямой долгой дороге, где вокруг вас прекрасные, отличные виды океана, там, пальм. Это лучше, чем, скажем, в спортзале, где вы можете, конечно, слушать музыку, и не надо никуда идти. У кого такой нет возможности пробежка вдоль берега океана, то, конечно, спортзал всегда должен быть, что называется, под ногой. Что сегодня я снимала для вас видео, это про туалеты. Вот в Австралии общественные туалеты, практически в пешей доступности друг от друга. И все они достаточно отличном, я могла бы сказать, состоянии. Я не буду их сравнивать с туалетами общественными в России, которых и нету в достаточном количестве. А если они есть, то, особенно на трассе, то туалеты вокруг туалета. А то, что в туалете, не поддается вообще никакой критике. Что мне вам говорить, вы сами все знаете. И меня также спрашивали как-то по поводу, как смывается в туалете бачок. То есть в Россия это другая сторона полушария, понятно, все воды текут к экватору, а, соответственно, в Австралии в обратную сторону. Вот сегодня я сняла, как смывается, куда, в какую сторону бачок в туалете. Вот смотрите видео до конца, я вам покажу. А пока я ускорю шаг. Итак, вы видите, это обычный туалет в городе Брисбен, в пригороде, не в центре, далеко от центра. Здесь находится небольшая зона отдыха, собственно говоря, сам туалет. Поручни для инвалидов вокруг туалета, естественное освещение в виде прозрачного рифленого такого потолка, металлическая решетка для пропуска воздуха, крючок для сумки, замок, ручка, в общем, и, соответственно, белая бумага. Туалет чистый, вокруг ничего не происходит. Я пытаюсь сейчас смыть и показать вам, что вода крутится против часовой стрелки. В Австралии вода из бачка крутится против часовой стрелки. Напишите мне, как крутится вода в России.
Ну и около туалета есть умывальники, где можно помыть руки, всегда есть в наличии мыло. Также есть туалеты, которые предназначены для инвалидов, дверь более широкая, чтобы могла пройти инвалидная коляска туда. Ну и рядом вода для питья. Здесь вы можете не только сами попить воду, вот таким образом работает это, нажимаете рычаг, вот фонтанчик, ну также налить воды себе в бутылку, вот, и излишки воды, вот вы можете сейчас видеть, они уходят в другую сторону, где может попить ваш питомец, собачка, ну или просто птички, которым тоже нужна пресная вода. Вот так, друзья, такие у нас в Австралии общественные туалеты. Пишите, что вы по этому поводу думаете. Буду рада услышать ваше мнение. Если вам понравилось то, что я делаю, не забудьте подписаться. Увидимся на канале. Всем пока!